Несколько девушек-анимешниц случайно врезались в него, и одна из них упала. Кадзуя поднял голову и увидел странного британца с ножом в руках. Кадзуя запаниковал и бросился бежать, крича девушкам, чтобы они убегали, но они просто стояли на месте, как олени в свете фар. Кадзуя оказался перед выбором: спастись самому или защитить этих ничего не понимающих девушек, которые, казалось, приросли к месту. Недолго думая, он бросился на грабителя, и они оба упали на землю. Кадзуя пытался крикнуть девушкам, чтобы они убегали, но он был ранен. Грабитель испугался и убежал. Девушки подбежали к Кадзуя, но он был без сознания. Он был рад, что смог их защитить, и думал, что, возможно, так и умрет. Следующее, что он помнит, это то, что он очнулся и увидел незнакомый потолок. Он лежал в кровати и понял, что находится не в больнице. Милая горничная увидела его, расплакалась и обняла, называя его Кейном. Вошла другая женщина и спросила, помнит ли он ее, но он был в замешательстве. Взглянув в зеркало, он увидел отражение маленького мальчика. Кадзуя испугался, но женщины удержали его, проверяя, все ли с ним в порядке. Он наконец успокоился, недоверчиво глядя на свое детское тело. Горничная Сильвия объяснила, что он уже несколько недель лежит в постели. Его мама тоже пришла проведать его, сказала, что у него спала температура и ему просто нужно отдохнуть. Сильвия и мама Казуи выходят из комнаты, чтобы принести еды, оставляя его одного, чтобы он отдохнул. Казуи пытается осознать происходящее. Он переродился. Он расстроен, что не смог выжить в прошлой жизни, но рад, что спас тех девушек, которые, как он позже узнает, сейчас отбывают срок в мексиканской тюрьме. Кейн, бывший Казуя, начинает узнавать о своем новом мире от Сильвии. Теперь он Кейн фон Силфорд, трехлетний мальчик, у которого есть семья. Его отец Гарм, его горячая мама и старшая сестра Рене, которая на 2 года старше. Гарм – важная персона в королевстве, а Кейн – третий сын Гарма. Он также узнает, что у Гарма есть еще одна жена по имени Мария и 2 сыновей, Жан и Алек, которые являются старшими братьями Кейна. Сильвия рассказывает Кейну о внешнем мире, который похож на низкобюджетное приключение из Али-Бабы и дешевых монстров из Виш. Кейн, полный энтузиазма, говорит Сильвии, что хочет научиться магии, но она говорит, что сначала ему нужно научиться читать. Кейн, полной решимости, с головой погружается в чтение, удивляя родителей, когда быстро осваивает это. Рене даже замечает, что он умеет считать. Гарм, любопытствуя, спрашивает Кейна, почему он вдруг Suddenly so eager. учебой. Кейн замирает, боясь, что кто-то раскроет его секрет. Сильвия замечает, что Кейн выглядит встревоженным, поэтому подбегает к нему и предлагает бутылку, пытаясь успокоить его материнской заботой. Кейн, смущаясь, отталкивает бутылку и кричит, что просто хочет узнать больше о магии и мире, как Гарм. Кейн пользуется случаем и спрашивает, можно ли ему почитать о магии и истории. Его отец соглашается, а мама рада, что он интересуется магией. Но Рённи напоминает ему, что он не может пользоваться магией, пока ему не исполнится 5 лет. Позже в своей комнате Кейн тайно тренируется, и ему удается зажечь небольшой огонек. Он быстро тушит его, надеясь, что Сильвия не заметила. Сильвия делает вид, что ничего не видела, и уходит, убедившись, что с ним все в порядке. Вдруг появляется Рианни и замечает книги на его кровати. Кейн, испугавшись, спрашивает, давно ли она здесь, и она с хитрой улыбкой говорит, что знает его секрет. Кейн паникует, думая, что она видела, как он использовал магию, но она говорит о том, что он тайком изучал внешний мир. Она предлагает помочь ему, и Кейн с облегчением понимает, что она не заметила, как он использовал магию огня, потому что она немного рассеянная. С тех пор Рианни каждый день рассказывает Кейну о 300-летней истории королевства Эсфорд. Кейн узнает, что королевство основал неудачник по имени Юя, который, кажется, был японцем. Кейн задается вопросом, не был ли Юя тоже перерожденной душой, как и он. Рианни также рассказывает Кейну о разных расах в мире, включая эльфов, гномов и очаровательных девушек-кошек. 2 года спустя Кейну исполняется 5 лет, и пришло время для его крещения. Семья покидает дом и едет в карете по королевству. Кейн восхищается тем, как все отличается от его старого мира, и наслаждается видами. Во время поездки он спрашивает Рианни о магии статуса, и она демонстрирует, говоря, статус открыт, и появляется экран с ее характеристиками. Кейн замечает надпись «Одержим Кейном», и она быстро закрывает экран, смущаясь, и спрашивает, видел ли он что-нибудь. Он делает вид, что ничего не видел, и хвалит ее магические способности. Мама Рене объясняет, что ее способности – это благословение бога магии,
благодаря которому она владеет магией второго уровня. Гарм добавляет, что существует 5 уровней магии и благословений, и более высокий уровень может означать, что человек – это еще один неудачник из Японии, который переродился. Кейн спрашивает, откуда берутся эти благословения, и его отец отвечает, что они даруются богами. Когда они приходят в церковь, Кейн узнает, что религия королевства основана на 7 столпах бога. Как в игре Skyrim, священник начинает церемонию, непринужденно болтая с богами, как со старыми приятелями. Внезапно из статуи исходит свет, и все шокированы, потому что такого никогда раньше не было. Кейн моргает и оказывается перед 7 богами. Санта-Клаус, бог творения, приветствует его, называя его старым именем Кадзуя. Кейн в замешательстве, но Лайм, богиня хаоса и электронных девушек, объясняет, что он переродился. Лайм говорит, что ему не нужно было спасать тех девушек, потому что другие собирались вмешаться. Но Кейн, чувствуя себя обманутым, понимает, что его жертва была напрасной. Однако из-за его героического поступка и кармы на Reddit, бог Земли попросил перенести его в этот мир. Он должен был вспомнить все в 5 лет, но воспоминания активировались в 3 года, за что Лайм извиняется. Кейн отмахивается, говоря, что это не так уж плохо, потому что помогло ему рано научиться магии. Он благодарит богов за то, что они сохранили его воспоминания. Затем боги решают даровать Кейну самое лучшее благословение, которое ему дали Рен, богиня магии, Цернос, бог войны, Грим, бог навыков, Панем, бог торговли, и Белла, богиня земли. После того, как они заканчивают одаривать его благословениями, Клаус прощается с ним, говоря, что они еще встретятся. Кейн возвращается в реальность, и его отец подозревает, что Кейн получил множество благословений и просит его показать свой статус. Кейн, чувствуя себя неловко, спешит проверить. Зайдя за дверь, он смотрит на свои характеристики и понимает, что все его благословения на 10 уровне, и он может делать все, как будто играет в творческом режиме. В отчаянии, чтобы скрыть свои характеристики, он нажимает на опцию скрытия под своим благословением созидания. Кейн с облегчением вздыхает и благодарит Клауса за эту функцию. Лайм тем временем беспокоится, что они переборщили с благословениями, но Клаус настаивает, что этого все равно недостаточно. Дома Гарм спрашивает Кейна, видел ли он свой статус. Кейн подтверждает, что получил много благословений от богов. Отец просит показать, и Кейн неохотно открывает свой статус. Семья в шоке. У Кейна благословение от всех 7 богов и магическая сила в 3 раза больше, чем у придворного мага. Гарм поражен, когда видит, что у Кейна есть оценка и сундук с предметами, и отмечает, что Кейну суждено стать великим, независимо от его профессии. Рихани в восторге, но Гарм считает, что это слишком. Он предупреждает семью, чтобы они держали способности Кейна в секрете, так как это может представлять угрозу для королевства. Он также просит Кейна не хвастаться на вечеринке. Позже в своей комнате Кейн размышляет, какой должна быть средняя магическая характеристика. Он находит книгу по магии призыва и хочет узнать, может ли он призывать милых животных. Он решает попробовать это на улице, но в итоге призывает черного Махарагу из Дзюдзюцу Кайсен. Девочка по имени Пальма кричит, привлекая внимание монстра, Рини спешит на помощь, но слишком напугана, чтобы действовать. Кейн встает перед девочками, готовый их защитить. Когда чудовище приближается, Кейн вспоминает свою прошлую жизнь и прыгает на зверя, получая удар, но не отступает. Он не хочет, чтобы девочки плакали, поэтому произносит заклинание, которое телепортирует монстра в Бразилию. Кейн падает, а девочки подбегают к нему. Кейн, едва придя в себя, замечает кошачьи ушки Пальмы и хочет их погладить хотя бы разок. Ренни плачет, беспокоясь, что Кейн может умереть. Но через несколько мгновений он открывает глаза, и девочки обнимают его, радуясь, что с ним все в порядке. Кейн решает, что его миссия – заставлять их улыбаться. В этом новом мире он понимает, что у него есть сила спасать людей. Начинается церемония, и Кейна представляют высшему обществу. Он говорит, что хочет учиться дальше с помощью всех присутствующих. Когда отец спрашивает о его планах на будущее, Кейн отвечает, что хочет исследовать мир, помогать нуждающимся и знакомиться с новыми людьми. Поэтому он хочет стать искателем приключений, который сможет защитить улыбки всех вокруг. На ужине отец Кейна, Гарм, мимоходом сообщает, что нанимает учителя для подготовки Кейна к приключениям. На следующее утро приходят 2 учителя, Милли и Нина, которые по сути неудачники из гильдии. Гарм представляет их и просит приложить все усилия в течение следующих 3 лет. Кейн, Милли и Нина выходят во двор, чтобы начать тренировки с фехтования. Милли говорит Кейну, чтобы он потренировался с мечом, пока она смотрит, и удивляется, насколько быстры и сильны его удары. Нина не может не заметить, что Кейн сильнее Милли.
Но Милли, не желая проигрывать пятилетнему ребенку, настаивает, что не позволит себя победить. Они решают устроить тренировочный бой, и Кейн легко справляется с движениями Милли. Милли спрашивает: «Чувак, тебе правда 5 лет?» Кейн подтверждает, что ему 5, и даже не вспотел. Нина вмешивается, заметив способности Кейна, и спрашивает, не благословил ли его бог войны. Кейн, конечно, отвечает утвердительно. Милли, тяжело дыша, просит сделать перерыв. Нина, у которой есть благословение 3-го уровня бога магии, пытается научить его основам. Но Кейн говорит, что уже знает их из книги. Нина немного удивлена, пока Кейн небрежно демонстрирует ей несколько стихийных шаров и каменную пулю, которая уничтожает ближайшую цель. Он говорит «да», примерно так. Но у Нины отвисает челюсть, потому что он использует магию без заклинаний. Она объясняет, что даже на то, чтобы сократить время, уходит вечность, а Кейну 5 лет. Чистый гений. Милли тоже впечатлена, добавляя, что магия атрибутов встречается очень редко даже среди магов класса мудрец. Нина не верит. Даже придворный мудрец не может использовать магию атрибутов. Кейн продолжает показывать свои способности, случайно разрушая часть стены замка случайным заклинанием. Нина спрашивает, есть ли у него благословение бога магии, и Кейн признается, что есть. Милли шепчет Нине, что Кейн, вероятно, уже вне их досягаемости. В этот момент Кейн достает полотенце из своей сумки с предметами, и они понимают, что у него есть и эта способность. Теперь их уже ничто не удивляет в Кейне. Он словно ходячий чит-код. Они признают, что больше не могут его учить, потому что не поспевают за его способностями. Кейн, ничуть не смущаясь, спрашивает, можно ли им тренироваться на улице. Получив разрешение, они выходят, и Кейн радуется открытому полю. Пока они продолжают, Нина просит его наложить промежуточное заклинание на большой камень. Кейн выкладывается по полной и вызывает чертов ядерный взрыв, отправляя Милли и Нину в полет обратно. Он извиняется, понимая, что перестарался, но девочки поражены в прямом и переносном смысле, осознав, что его магия выходит далеко за рамки среднего уровня. Милли проверяет, не устал ли он от использования такого мощного заклинания, но с Кейном все в полном порядке. Девочки ошеломлены и спрашивают, что он за ребенок, а Кейн просто отшучивается, говоря «я Кейн, да». Внезапно Милли почувствовала опасность. Из кустов выпрыгивает кролик-убийца, и Милли предупреждает, что эти твари очень опасны. Он бросается на нее, Милли пытается ударить, но кролик проскальзывает мимо нее. Целясь в Кейна, Кейн легко уворачивается и запускает в него воздушным шаром, сбивая его с ног. Милли и Нина подбадривают его за его первый улов, говоря, что он может продать детали за наличные. Но Кейн прячет их в коробку с товарами, чтобы показать маме и сестре. Милли упоминает, что копит на волшебную сумку, так как они на мели, и Кейн, ничего не подозревающий, узнает, что эти сумки похожи на его коробку с товарами, но очень дорогие. Они продолжают охоту, и Нина использует магию, чтобы обнаружить поблизости монстров. Любопытный Кейн опробовал эту способность и сразу же обнаружил 4 кроликов-убийц, удивив Нину тем, что он справился с этим с первого раза. Они с легкостью расправились с 3 собаками-кроликами, но одна из них убежала в лес. Кейн готов броситься в погоню, но Милли останавливает его, предупреждая, что лес опасен для таких нубов, как он. Он кишит монстрами, которые могут убить его одним выстрелом. Милли объясняет, что монстры иногда появляются массово и нападают на город, поэтому его защищает Великая Стена. Она вдохновляет Кейна стать сильным искателем приключений, чтобы однажды он смог защитить город. Позже Кейн проверяет свой статус и вскрикивает, увидев, что он уже достиг 8-го уровня. Он понимает, что это из-за множителя 100 ха-ха в боевом пропуске богов. Он знает, что должен скрывать свои характеристики, чтобы не привлекать внимания. Проходит 3 года, и Кейн уже взрослый. Он легко расправляется с волчьей стаей и воздушными пулями, пока Милли и Нина наблюдают за ним. Пораженная тем, каким сильным он стал, Нина грустит, что им скоро придется расстаться. Кейн заканчивает бой, поглощая всех монстров в свой сундук. Милли поздравляет его с окончанием учебы, говоря, что они гордятся им. Кейн благодарит их и достает из сундука 2 волшебных мешочка в качестве подарка, зная, что у них нет денег на покупку таких. Девушки в шоке, особенно когда Кейн объясняет, что мешочки сделаны из кожи кровавого огра и чешуи земляного дракона. Милли упоминает, что для победы над этими монстрами обычно нужна команда ранга А, но Кейн отмахивается, будто это пустяк. К этому моменту они уже привыкли ничему не удивляться, когда Кейн что-то делает. Они прощаются и говорят, что если ему когда-нибудь понадобится помощь, пусть обращается к ним. Кейн ухмыляется, кланяется и благодарит их за то, что они ничему его не научили. Кейн сталкивается с огромным красным драконом, который бросается на него. Пытаясь укусить, Кейн подпрыгивает в воздух, уклоняется от атаки и вонзает меч прямо в голову дракона. Зверь ревет от боли и падает на землю. Кейн грациозно приземляется и переводит дыхание.
Он думает про себя, что дракон был невероятно силен, и гадает, насколько повысился его уровень после битвы. Открыв окно статуса, Кейн с удивлением видит, что его уровень взлетел до небес. Теперь он больше 80 миллионов, и у него появились два новых титула: враг всех монстров и убийца драконов. Он паникует, понимая, что, возможно, перестарался. 2 года спустя Кейн едет в королевскую столицу на мероприятие, которое должны посетить все благородные сыновья. Он путешествует в карете вместе со своей семьей, и его сестра прижимается к нему, радуясь, что он едет с ней в столицу. Она предлагает ему сдать вступительные экзамены и пойти в школу, но отец напоминает ей, что в школу принимают только с 12 лет. Кейн спрашивает отца, сколько времени займет дорога до столицы, и тот отвечает, что около недели, если они не встретят монстров. Кейн решает использовать заклинание, чтобы разведать обстановку и узнать, нет ли опасности. Во время разведки он замечает впереди битву и предупреждает отца, что несколько десятков монстров нападают на 10 человек. Кейн просит отца поторопиться, чтобы помочь. Отец соглашается и приказывает стражникам ехать быстрее, но Кейн беспокоится, что они могут не успеть. Не раздумывая, Кейн выходит из кареты и использует магию ветра, мчась вперед как Соник, оставляя стражу далеко позади. Когда Кейн добирается до места, большинство рыцарей уже убиты, а последний едва держится, защищая карету. Кейн быстро расправляется с одним из монстров с помощью магии ветра. Ошеломленные рыцари пытаются предупредить Кейна, что ребенку опасно вмешиваться в это, но они теряют дар речи, когда Кейн расправляется с большинством монстров с помощью магии. Когда трое оставшихся монстров приближаются к карете, Кейн понимает, что использование магии может навредить рыцарям, и поэтому достает меч из своего инвентаря. Одним быстрым ударом он убивает двух монстров, оставив только самого большого. Зверь бросается на него, но Кейн уворачивается, а затем огненным ударом меча сжигает гигантского монстра. Кейн подбегает к оставшемуся в живых рыцарю и использует исцеление, восстанавливая здоровье всех. Но несколько рыцарей уже мертвы, и Кейн аккуратно кладет их тела в свой инвентарь. В этот момент появляется его отец и потрясенно смотрит на убитых монстров. Он спрашивает рыцарей, что произошло, и замечает, что карета принадлежит герцогу Сантаны. Дверь кареты открывается, и из нее выходят принцесса Телезия и мисс Силк, дочь герцога, Кейн и его отец Нил, и Телезия благодарит Гарма за спасение. А затем спрашивает, кто этот мальчик. Гарм представляет Кейна как своего сына, и Кейн вежливо представляется. Внезапно Телезия чуть не падает в обморок, но Силк успевает ее подхватить. Оказывается, принцесса очень устала и на грани срыва после всего, что произошло. Кейн предлагает использовать магию, чтобы успокоить их, и они с благодарностью соглашаются. Кейн окружает их успокаивающей аурой, и через несколько секунд обе девушки чувствуют себя легче и спокойнее. Они словно парят в воздухе. Телезия подходит к Кейну, благодарит его за спасение и представляется. Шелковая подходит к Кейну, восхищаясь его мастерством владения мечом и магией, ведь она все видела из кареты. Она берет Кейна за руку и заявляет, что эта рука принадлежит ей. Не желая уступать, Шелковая берет его за другую руку, и вскоре девушки начинают бороться за его внимание, дергая его за руки. Шелковая спрашивает Кейна, куда он направляется, и он отвечает, что едет в столицу на какое-то мероприятие. Телезия сияет от счастья и говорит, что они тоже едут на это мероприятие, и настаивает, чтобы он поехал с ними. Прежде чем Кейн успевает ответить, девушки затаскивают его в карету, утверждая, что без него они не будут чувствовать себя в безопасности. Кейн зовет на помощь отца, но карета уезжает, оставляя его отца стоять на месте. Ошеломленный, Кейн едет с девушками и, наконец, прибывает в королевскую столицу. Он поражен размерами королевского дворца. Когда они выходят из кареты, к ним подходит мужчина, чтобы поздороваться, но удивляется, увидев, что обе девушки обнимают Кейна. Он спрашивает, что происходит. Кейн, пытаясь освободиться, объясняет, что он здесь только потому, что девушки испугались. Телестия тут же снова хватает его за руку, подчеркивая, что Кейн защитил ее, и Шелковая соглашается, называя Кейна самым сильным. Они обе начинают прижиматься к нему, и Кейн явно устал от их выходок. Мужчина представляется как Даун, заместитель капитана Королевской гвардии. Он объясняет, что рыцари уже рассказали ему о случившемся и поблагодарили Кейна за то, что он защитил девушек. Затем Кейна вызывают на встречу с королем и несколькими дворянами, которые ждут в тронном зале. Когда он входит, все взгляды устремляются на него, многие смотрят на него с недоверием. Он стоит перед королем, а премьер-министр Магна рассказывает подробности битвы с монстрами, хотя самого Кейна там не было. Магна объясняет, как Кейн в одиночку победил монстров, вылечил рыцарей и даже доставил павших солдат в столицу для погребения.
Присутствующие в зале потрясены подвигами этого юноши. Король, впечатленный храбростью и навыками Кейна, награждает его титулом барона 10 золотыми монетами и особняком. Но, конечно, один толстый и недовольный дворянин не в восторге от того, что приходится оказывать такие почести ребенку. Громко жалуясь на возраст Кейна, король невозмутимо спрашивает его, согласен ли он принять награду. Кейн смущенно соглашается, благодарный королю за щедрость. Он покидает тронный зал, потрясенный произошедшим, но полной решимости стать сильнее и извлечь максимум пользы из своей новой жизни в этом мире. Наконец, Кейн получает карту и ключ от своего нового особняка. Но когда он приходит туда, его восторг быстро угасает. Место выглядит так, будто оно из фильма ужасов. Разбитые окна, ржавые ворота и общая атмосфера, говорящая не входить. Кейн открывает скрипучую дверь, и внутри все так же плохо, темно, пусто и пыльно. Он создает светящийся шар, чтобы осмотреться, и видит, что все комнаты в полном беспорядке. Особняк огромный, почти слишком большой для одного человека. Решив, что он не может жить в таком хаосе, Кейн использует свою магию, чтобы очистить и отремонтировать весь особняк. Окна сами собой закрываются, пыль исчезает, и особняк из заброшенного дома превращается в роскошное поместье. Наконец, Кейн заканчивает уборку в спальне и падает на свою огромную кровать, очень гордый собой. Он вспоминает свою прошлую жизнь, когда у него не было настоящего дома, а теперь у него есть особняк, новая семья и друзья. Он наслаждается этим, но вдруг слышит, что его зовут. Он спускается вниз и с удивлением видит Сильвию и целую команду горничных. Сильвия говорит, что она будет работать у него горничной, как и остальные, и они готовы ему служить. Кейн хочет поблагодарить ее, но тут вперед выходит новый дворецкий по имени Корин и представляется с поклоном. Кейн не может сдержать улыбку, теперь он точно не один. Кейн решает, что пора поговорить с богами. Он идет в церковь, преклоняет колени и молится. Когда он открывает глаза, он видит перед собой божественную команду. Санта-Клаус приветствует его. Кейн извиняется за опоздание, признаваясь, что немного увлекся прокачкой и хочет обсудить свой статус. Санта-Клаус кивает, соглашаясь, что Кейн невероятно силен и, возможно, даже может стать полубогом. Но богам наскучило текущее положение дел в мире. Они спрашивают Кейна, может ли он использовать свои знания из прошлой жизни, чтобы разнообразить мир и создать что-то интересное. Кейн обдумывает это и понимает, что если он сможет привнести предметы и понятия, которых нет в этом мире, они станут хитом. Санта-Клаус и Панам, которые явно читают его мысли, появляются перед ним и с волнением спрашивают, готов ли он к этому. Кейн улыбается и соглашается, готовый привнести немного веселья в этот скучный мир. Капитан Дал приглашает Кейна на тренировку Королевской гвардии. Сначала Кейн не хочет идти, но в конце концов соглашается. Когда они приходят, Дал представляет Кейна как барона Кейна, мальчика, который победил армию монстров и спас принцессу. Кейн благодарит Дала и спрашивает о командире. Дал объясняет, что командир любит хорошую драку и уверяет Кейна, что с ним ничего не случится. Дал объявляет тренировочный бой, но гвардейцы не решаются, никто из них не хочет сражаться с 10-летним мальчиком. Дал подбадривает их, и один храбрый солдат наконец вызывает Кейна на бой, позволяя Кейну сделать первый ход. Кейн использует свою способность усиления и в мгновение ока обезоруживает солдата, который быстро признает поражение. Понимая, что он, возможно, переборщил, Кейн благодарит солдата и пытается уйти. Но командир не сдается и приказывает остальным солдатам окружить Кейна. Когда гвардейцы подходят, со стены раздается властный голос, приказывающий им отступить. Спрыгнув вниз, женщина отчитывает гвардейцев за то, что они направили мечи на ребенка. Она обнимает Кейна и обещает защитить его. Кейн понимает, что она эльф, и Дол объясняет, что на самом деле она командир. Кейн ошеломлен тем, что командир — это эльфийка, которая только что его обняла. Услышав о героических поступках Кейна, командир воодушевляется и объявляет Кейна достойным соперником. Дал предлагает ей представиться как положено, но она говорит ему заткнуться, говоря, что их мечи сами все скажут. Гвардейцы перешептываются между собой, говоря, что она легендарный мечник, и что у Кейна нет шансов. Кейн слышит это и не любит, когда его недооценивают. Командир, готовая к бою, вызывает Кейна на поединок. Но Кейн колеблется, указывая на то, что его меч всего лишь деревянный. Она отмахивается и замахивается на него своим мечом, но Кейн легко уворачивается и наносит ответный удар, заставляя ее отступить. Она улыбается, явно заинтригованная, и говорит, что ей нравится этот бой. Они начинают сражаться на мечах с невероятной скоростью, и солдаты с восхищением наблюдают, как Кейн не отстает от командира, даже когда она ускоряется. По мере того, как поединок становится все более напряженным, Кейн решает использовать технику, называемую захват. Командир
Командир думает, что он у нее в ловушке, но Кейн исчезает и появляется позади нее, заставая ее врасплох, приставляя меч к ее шее и говоря: «Ничего личного, детка». Внезапно командир краснеет. Она влюбилась в Кейна. Не раздумывая, она объявляет, что хочет выйти за него замуж, шокируя всех вокруг. «Кто-нибудь вызовите ФБР, потому что это огромный красный флаг». Кейн, который еще совсем ребенок, пугается и отталкивает ее, настаивая на том, что он ее не знает и слишком молод для брака. Командир, которую зовут Тифана, наконец представляется как лидер королевской армии и дочь герцога. Она пытается объяснить, что для эльфов возраст не имеет значения, потому что они живут более 300 лет и всегда выглядят молодо. Но Кейна это все равно не интересует, отчасти потому, что ему всего 10, а еще потому, что он тайно влюблен в Даун. Пытаясь отвлечься, Кейн гуляет по дворцу, не замечая, что Даун идет за ним. Даун окликает его, отвлекая от мыслей, и спрашивает, что у него на уме. Кейн признается, что с тех пор, как они сражались, Тифана постоянно вызывает его на бой, каждый раз выкладываясь по полной. Далм говорит Каину, что дуэль на самом деле сделала Тиану сильнее. Каин упоминает, что спарринг с Тианой принес ему звание святого мечника. Он спрашивает, всегда ли Тиана тренируется, и Далм объясняет, что несмотря на то, что кажется, будто она главная, на самом деле армией управляет он, а не Тифауна. Пока они разговаривают, голос Тифауны эхом разносится по коридорам, она зовет Каина. Он собирается уйти, но Дал останавливает его и отводит в сторону. Дал говорит Каину, что король хочет его видеть, и что Тифауна все еще его ищет. Каин начинает волноваться. Он уверен, что король снова будет его ругать. Каин оказывается перед королем, который выглядит серьезным и окружен важными людьми. Каин в замешательстве спрашивает, зачем они все здесь. Король говорит, что хочет показать Каину кое-что важное. Премьер-министр Магна достает особую книгу, объясняя, что это книга имперской магии, принадлежащая королевской семье и написанная первым королем Юуи. Глаза Кейна загораются, и он с нетерпением спрашивает, можно ли ему заглянуть внутрь. Король разрешает, и Кейн листает страницы, отмечая, что в королевской библиотеке есть только книги по магии до продвинутого уровня. Он натыкается на заклинание под названием «Суд звездного песка», которое сдувает магию высокого уровня. Король называет Кейна ботаником, что его смущает. Король объясняет, что никто из них не может прочитать книгу, потому что она написана на японском, а они не вайба. Кейн понимает свою ошибку, предполагая, что первый король был японцем, как и он, и что он тоже был реинкарнирован. Король требует, чтобы Кейн сказал, кто он на самом деле. Кейн чувствует важность момента и решает довериться присутствующим, особенно своему отцу. Он признает, что расскажет им правду, но настаивает на конфиденциальности. Кейн даже угрожает уничтожить их страну ядерным оружием, если они не пообещают сохранить его тайну. Король, видя, что Кейн настроен серьезно, соглашается, и Кейн начинает рассказывать о своих прошлых жизнях, удивляя всех, особенно своего отца Гарма. Кейн говорит, что он родом из Японии, как и первый король, и извиняется за то, что скрывал это. Гарм спрашивает, действительно ли Кейн его сын, и Кейн подтверждает, упоминая, что боги сказали ему об этом во время крещения. Все в комнате ошеломлены и думают, что Кейн, возможно, все это выдумал. Но Гарм просит показать статус Кейна. Все поражены невероятно высокими показателями Кейна, особенно его титулом «Апостол Бога». Король спрашивает, правда ли это, и Кейн кивает. Король удивляется, почему Кейн никогда не упоминал об этом, ведь быть апостолом Бога – это самый высокий ранг, и люди поклонялись бы ему, если бы знали. Кейн говорит, что не хочет такого внимания. Несмотря на свои прошлые воспоминания, он доволен своей нынешней жизнью. У него любящая семья, невероятные способности, крутые приключения в сражениях с монстрами, связи с королевской семьей и титул барона. Кейн говорит, что в прошлой жизни он был просто сиротой-неудачником, но теперь он чувствует себя по-настоящему счастливым. Он благодарит Гарма за то, что тот вырастил его, извиняется перед королем за то, что скрывал свое прошлое, и просит, чтобы они продолжали относиться к нему как к Кейну, которым он является сейчас. Король улыбается, принимая просьбу Кейна, и уверяет его, что он по-прежнему будет считаться бароном Кейном, несмотря ни на что. Кейн в свободное время листает имперскую книгу, желая узнать больше о Юуе, первом короле Эсфорда. Он выясняет, что Юуе, как и он, был проводником по льду. Об этом ему рассказывает Тракун. Но есть одно отличие – Юуе сохранил свое прежнее тело. В отличие от Кейна, который полностью переродился в новой жизни. Кейну 12 лет, и он очень рад, что наконец-то стал достаточно взрослым, чтобы зарегистрироваться как искатель приключений. Он направляется в гильдию и случайно сталкивается с воином.
Тот спрашивает, впервые ли Кейн здесь, и Кейн отвечает, что ему 12 и он готов отправиться в путешествие. Воин дает ему несколько дружеских советов о том, как быть осторожным во время миссии, треплет его по голове и уходит, оставляя у Кейна странное чувство, что он уже видел этого парня раньше. Кейн подходит к секретарю, которая дает ему заполнить анкету. Он подумывает написать барон рядом со своим именем, но решает этого не делать, так как это не имеет отношения к приключениям. После заполнения анкеты секретарь Лиша просит Кейна приложить палец к аппарату, который возьмет у него кровь для регистрации его маны в гильдии. Она вручает ему новенькую карточку гильдии, и он становится официальным искателем приключений. Кейн думает, не повысили ли его бывшие наставники ранг с тех пор, как он видел их в последний раз. Лиша желает Кейну удачи и говорит, чтобы он приходил, если у него будут вопросы. Кейн представляется, и она советует ему быть осторожным. Когда Кейн выходит из гильдии, готовый к своей первой миссии, он сталкивается с Тифауной, командиром эльфов-психопатов. Она сразу же обнимает его, и Кейн узнает, что она должна была тренировать охранников за пределами столицы вместе с Даумом. Но узнав, что Кейн отправился на задание, она бросает свои планы и решает пойти с ним. Они приходят в восточный лес и видят разбитую повозку, окруженную гоблинами, и лежащего без сознания мужчину. Тафана указывает на гоблинов, и когда они подходят ближе, гоблины разбегаются. Кейн быстро исцеляет мужчину и просит Стефану остаться с ним, пока он разбирается с гоблинами. Он использует световой шар, чтобы обнаружить нескольких хитрых зеленых ящериц, и уничтожает их ледяной атакой, в процессе создавая огромный айсберг. Тифауна и мужчина поражены этим зрелищем, а Тифауна сияет от гордости. Кейн возвращается в гильдию, чтобы отчитаться о своем задании, упомянув, что он уничтожил несколько зеленых ящериц, и спрашивает, все ли в порядке. Ведь официально он не брал это задание. Лиша ошеломлена, объясняя, что задание предназначалось для авантюристов ранга DEC. Она еще больше впечатлена, когда узнает, что Кейн уничтожил более 30 этих существ. В качестве награды Кейн получает повышение с бронзовой карты до золотой, официально повышая свой ранг авантюриста. На следующее утро Сильвия врывается в комнату Кейна, паникуя, потому что забыла разбудить его перед важным вступительным экзаменом. Она быстро пытается его одеть, но Кейн уже одет и выбегает за дверь. Сильвия бежит за ним, извиняясь и говоря, что будет чувствовать себя ужасно, если он опоздает. Кейн уверяет ее, что он успеет, и, верный своему слову, телепортируется прямо в академию и приходит вовремя. В академии Кейн сразу направляется к регистрационной стойке, отдает свои документы и получает номер 285. Его направляют в аудиторию А, но он не видит в списке ни одного знакомого имени. В аудитории студенты заняты своими учебниками. Входит экзаменатор и строго предупреждает, что списывать нельзя. Она ставит таймер на 2 часа и говорит, что можно начинать. Кейн рад, что экзамен будет по математике и истории, в которых он уверен. Он быстро отвечает на вопросы и кладет голову на парту. Экзаменатор предупреждает, что нельзя расслабляться, но Кейн настаивает, что уже закончил. Экзаменатор сомневается, ведь прошло всего 30 минут, но пропускает это замечание мимо ушей. Когда время заканчивается, она говорит, что нужно сдать работы и перейти к следующему этапу – экзамену на магические способности, которого Кейн с нетерпением ждет. На магическом экзамене каждый ученик должен попасть в цель на стене с помощью магии или способностей на расстоянии. Кейн спрашивает, можно ли ему выложиться на полную, и экзаменатор, доверяя защитным барьерам Академии, разрешает. Наблюдая за другими учениками, Кейн замечает, что их магия довольно слабая, вероятно, из-за ограничения в 12 лет. Он думает использовать мощный огонь, но решает не делать этого. Когда подходит его очередь, Кейн запускает в цель синий огненный шар, уничтожая ее вместе со стеной и деревьями за ней. Он быстро извиняется, объясняя, что ему сказали, что можно выложиться на полную. Но экзаменаторы ошеломлены и недовольны. После сдачи всех экзаменов Кейн идет домой, где его с нетерпением ждет Сильвия. Он взволнованно рассказывает, что сдал экзамен одним из лучших, и у Сильвии на глазах выступают слезы. Она крепко обнимает его и сияет от гордости, говоря, что знала, что у него все получится. Позже, на церемонии в своей форме Академии, Кейн замечает, что его родители уже сидят в зале и машет им. Он также встречает Силк и Телезию и садится между двумя принцессами. Церемония начинается, и директор Академии выходит на сцену, объявляя, что Кейн выступит с речью как лучший ученик и представитель нового студента. Кейн поднимается на сцену, представляется и говорит, что рад завести друзей, несмотря на их происхождение. Он надеется, что они тоже примут его как друга. Его речь заканчивается, и студенты аплодируют. Внезапно на сцену выходят еще двое студентов, и один из них говорит, что король здесь и хочет обратиться ко всем. Кейн удивлен, он не понимает, зачем король пришел.
Король поздравляет студентов с поступлением и несколько раз игриво хлопает Кейна по спине. Он упоминает, что в этом году есть несколько необычных студентов и намекает, что они могут доставить учителям хлопот. Кейн смущается, понимая, что это не очень тонкий намек на него. Король заканчивает свою речь, снова приветствуя всех, но те, кто знает Кейна, не могут удержаться от смеха, явно забавляясь тем, что король косвенно указал на него. Тем временем боги наблюдают за Кейном, и Санта-Клаус говорит, что силы Кейна недостаточно, и ему нужно стать еще сильнее. Цернос спрашивает зачем, и Клаус шокирует его новостью. Печать Аарона вот-вот сломается, и остальные боги ошеломлены. Клаус объясняет, что эта клетка для Сида была запечатана около 300 лет назад, и если его освободить, это может привести к катастрофе. Боги решили, что Каину нужно тренироваться усерднее, чтобы не допустить гибели мира. Они решили, что Каину нужен наставник, который поможет ему достичь следующего уровня и подготовиться к встрече с Эрином в недалеком будущем. Клаус упоминает парня, который идеально подходит для этой работы, и все кивают, соглашаясь, что Кейн должен тренироваться под его руководством. Кейн следует за таинственным мужчиной в библиотеку, ожидая увидеть обычную комнату, но вместо этого оказывается в доме посреди леса. В одно мгновение он переносится в другую комнату, где мужчина, стоя к нему спиной, заваривает кофе. Кейн в замешательстве требует, чтобы мужчина представился, но тот удивляет его, называя японское имя Кейна и предлагая ему сесть и выпить кофе. Кейн, все еще настороженный, замечает, что напиток, которого не должно быть в их мире, существует, и еще больше удивляется, когда мужчина упоминает Клауса как их общего знакомого. Мужчина представляется как Юя и говорит, что он, как и Кейн, реинкарнация из другого мира. Кейн потрясен и спрашивает, действительно ли Юя легендарный первый король из Форда. Юя смеется, впечатленный знаниями Кейна, и Кейн объясняет, что прочитала Юе в старой книге. Однако Кейн понимает, что что-то не так. Если этот человек действительно первый король, он должен был умереть 300 лет назад. Кейн осматривает ногу Юи, ожидая увидеть призрака, но Юя находит это забавным и предлагает Кейну осмотреть его, чтобы развеять сомнения. Кейн использует свою способность оценивать ситуацию и с удивлением узнает, что Юя – бог творения. Юя объясняет, что получил этот титул, создав мир Фабернелла, и благодаря своей божественной природе не стареет, что позволило ему прожить более 300 лет. Меняя тему, Юя говорит Кейну, что боги поручили ему тренировать Кейна. Кейн в замешательстве спрашивает, зачем ему нужна еще большая сила, если и с нынешней у него проблемы. Юя проверяет Кейна, предлагая ему взять печенье из его рук, но когда Кейн пытается, Юя быстро приставляет меч к его горлу, показывая, насколько Кейн слабее. Юя объясняет, что Кейну нужно стать сильнее, чтобы сразиться со злым богом по имени Эрин, который когда-то сеял раздор между народами. Юя и его союзники давно запечатали Эрина, но печать ослабевает, угрожая освободить Эрина и разжечь войну. Кейн предлагает Юе снова запечатать Эрина, но Юя, теперь уже бог, не может напрямую вмешиваться в дела смертных. Вместо этого Кейн должен победить Эрина, хотя Кейн не в восторге от этой задачи. Чтобы мотивировать Кейна, Юя обещает рассказать ему кое-что о его прошлой жизни, когда Кейн будет готов. Заинтригованный, Кейн кладет руки на стол, и Юя переносит их на берег моря, к большому удивлению Кейна. Вручая Кейну меч, Юя объявляет себя новым учителем Кейна. Он говорит Кейну, что когда тот будет готов к испытанию, ему расскажут больше подробностей о его прошлой жизни, а затем телепортируется прочь, оставив Кейна в недоумении. Юя ненадолго появляется, чтобы дать Кейну компас и сказать, чтобы он шел по нему к особняку за горой, предупредив, что Кейну нельзя использовать свою способность телепортации, чтобы добраться туда. Юя, беспокоясь о времени, заверяет Кейна, что время в этом мире течет иначе. За 1 год в мире Кейна проходит всего 1 день. Юя снова исчезает, призывая Кейна поторопиться, и Кейн кричит ему вслед. Он отправляется в путь через лес, с легкостью расправляясь с гигантской змеей и другими существами, и мотивирует себя на повышение уровня. Проходят месяцы, и он понимает, что устал и с трудом передвигается по, казалось бы, бесконечному лесу. Однажды он слышит крики какого-то существа и идет на звук к раненому волку. Сначала он хочет убить его, но потом колеблется, чувствуя необъяснимое желание защитить его. Вспомнив о своих инстинктах из прошлой жизни, он бросает меч и извиняется за то, что напугал волка. Его магия на исходе, и Кейн пытается использовать исцеляющее заклинание, вкладывая в него все оставшиеся силы, но теряет сознание. Кейна окружают поверженные монстры и благодарный волк, который нежно обнимает его. Кейн решает взять его себе и называет Хаку. Они продолжают идти через лес, сражаясь бок о бок и делясь ресурсами.
Это помогает Кейну понять, что действительно важно оставаться человеком и защищать тех, кто ему дорог. Проходят годы, Кейн и Хаку становятся намного сильнее и побеждают всех, кто встает у них на пути. Наконец они добираются до особняка. Внутри они встречают Юю, который хвалит Кейна за его успехи. Кейн спрашивает, сколько прошло лет, и Юя отвечает, что прошло 4 долгих года. Заметив Хаку, Юя узнает в нем божественного зверя и советует Кейну заключить с ним контракт. Кейн так и делает, и к его удивлению Хаку исчезает. Юя объясняет, что теперь Кейн может призывать Хаку по своему желанию. Затем Юя представляет следующего наставника Кейна, эльфа по имени Даран, который продолжит его обучение. Перед тем, как Кейн уходит, он напоминает Юе о своем обещании рассказать больше об Аароне и их связи. Юя уверяет его, что все откроется со временем, и просит следовать за Дараном для дальнейшего обучения. Когда Кейн и Даран начинают тренировку, Даран сразу замечает, что у Кейна мало сил. Кейн пытается нанести быстрый удар, но Даран легко уклоняется и одним ударом вырубает Кейна. Затем Даран несет потерявшего сознание Кейна, как мешок с картошкой. Кейн приходит в себя в незнакомой комнате, но с облегчением видит рядом с собой Хаку. Он спускается вниз и встречает Дарина, хозяина дома, и своего нового наставника, который знакомит его со своей женой Рори. Она тепло приветствует Кейна, но его внимание быстро привлекает маленький дракон. Кейн радостно подходит к нему, желая подружиться с ним, но Хаку, почувствовав ревность, рычит и портит момент, заставляя маленького дракона улететь. Кейн пытается успокоить ситуацию, но вмешивается Рори, шутливо ругая их и угрожая лишить еды, если они не поладят. Кейн садится за обеденный стол, готовый приступить к еде, но когда он откусывает первый кусок, по его лицу текут слезы. Даран, думая, что Кейну не нравится еда, выглядит обеспокоенным, но Кейн быстро успокаивает его, говоря, что это из-за того, что еда такая вкусная, какой он не пробовал за 4 года тренировок на выживание. Рори радуется и обещает приготовить еще, пока Кейн будет жить у них во время тренировок. Кейн продолжает есть, вспоминая о доме и надеясь, что там все хорошо. Слезы благодарности и тоски текут по его щекам, пока он ест, наслаждаясь домашней едой. Тренировки с Дараном были тяжелыми и изнурительными. Несмотря на физическую усталость, Кейн продолжал заниматься. Он решил не терять сознание, как в начале, и выработал строгий режим: днем тренировки с Дараном, а вечером возвращение домой измученный и разбитый. Так продолжалось целый год, каждый день приносил новые испытания и приближал Кейна к его пределам. Однажды, после особенно сильного удара, от которого он упал, Даран начал насмехаться над Кейном, спрашивая, на что он способен, и напомнил, что Эрин сильнее даже Юи. Кейн вспомнил, как Юи рассказывал ему об Эрине. Эрин был богом игр в мире Клауса, поэтому в том мире не было ни игр, ни развлечений. Кейн вспомнил пустое место в зале богов и узнал, что Аарон использовал свои силы, чтобы заставить людей участвовать в смертельных играх, из-за чего его изгнали из мира богов. Если Аарон вернется, смертельные игры возобновятся, и это будет угрожать безопасности всех, включая близких Кейна. Кейн был очень обеспокоен и умолял Юи найти способ остановить Аарона, но Юи ответил просто: Кейн должен стать сильнее, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Затем Юи рассказал ему горькую правду. Он не смог защитить своих друзей, когда они сражались с Аароном. А эти друзья были родителями Кейна из его прошлой жизни в Японии. Кейну стало больно, когда Юи рассказал, как его родители вместе с Юи призвали в мир Клауса. Они должны были сразиться с Эрином, чтобы спасти свой мир и своего сына Кадзую. В финальной битве мать Каина погибла, защищая своего спутника, что привело в ярость его отца, который жестоко отомстил. Ему удалось нанести сокрушительный удар, который позволил Юе запечатать Эрина, но отец Каина был смертельно ранен в этом бою, пожертвовав своей жизнью ради победы над Эрином. Когда Каин вспоминает об этом во время тренировки с Дараном, тяжесть их жертвы заставляет его превзойти самого себя. Полной решимости почтить их память, Кейн наносит мощный удар, который разбивает меч Дорана и отбрасывает его назад. Кейн приставляет свой меч к шее Дорана, и тот признает поражение, понимая, что Кейн завершил свою тренировку. Обрадованный Кейн спешит в особняк Юи, чтобы навестить могилы своих родителей. Он отдает дань уважения и видит, что Юя уже там, почти в память своих погибших друзей. Юя рассказывает, что родители Каина всегда беспокоились о нем и искали способ вернуться в свой мир, чтобы воссоединиться с ним. Ошеломленный Каин падает на колени, слезы текут по его щекам, когда он благодарит родителей за то, что они всегда думали о нем, и выражает свою благодарность
благодарность Юе за заботу о них. В последний раз проверяя Кейна, Юя предлагает ему взять печенье из его рук, и Кейн мгновенно выполняет это задание, доказывая, как далеко он продвинулся. Впечатленный Юя признает, что Кейн вырос, и предлагает выпить кофе, но Кейн отказывается, говоря, что ему нужно вернуться домой. Перед уходом Кейн узнает, что в этом мире прошло 5 лет, и Юя использует свои силы, чтобы вернуть Кейну его прежний облик, позволяя ему взять с собой Хаку. Даран тоже приходит и предлагает Кейну заключить контракт с маленьким драконом Джином. Кейн с радостью соглашается, добавляя Джина в свою растущую семью. С искренней благодарностью Кейн прощается с ними. Юя приглашает его вернуться в любое время и дарит ему катану, предназначенную для нынешнего короля Эсфорда. Кейн наконец-то возвращается домой, открывает дверь и видит, что все очень беспокоятся о нем. Сильвия бросается к нему, крепко обнимает и радуется его возвращению. Телуша и Силк тоже здесь. Они очень рады видеть его и дарят ему печенье, которое испекли, пока ждали его возвращения. Кейн, переполненный теплом и любовью друзей, ест печенье, и слезы счастья текут по его лицу. Он благодарит девушек, говоря, как сильно скучал по дому и как рад вернуться. Кейн встречается с королем и герцогом, чтобы рассказать им о том, что произошло в новом мире, который создал Юя. Кейн рассказывает о своих приключениях, и они слушают его с недоверием, но все равно верят ему. Кейн показывает им катану, которую подарил ему Юя. Король и герцог ошеломлены, ведь это тот самый меч, которым Юя сражался, когда был первым королем Эсфорда. Кейн также рассказывает о жестоких тренировках, которые он проходил последние 5 лет. В какой-то момент король злится и обвиняет Кейна во лжи. Но потом Кейн вспоминает о разнице во времени. В мире Юи прошло 5 лет, а в мире Кейна всего 5 дней. В школе учитель заставляет учеников стрелять по мишеням с помощью магии. Кейн рад показать новые навыки, которые он приобрел, тренируясь с Юей. Когда учитель называет его имя, Кейн думает, что наконец-то настал его черед. Но она говорит, что он может только смотреть, потому что его магия слишком сильна для школьных занятий. Кейн немного разочарован, но учитель успокаивает его, говоря, что он все равно получит свои оценки. Издалека друзья Кейна замечают его печаль и беспокоятся, что он чувствует себя обделенным. Клод предлагает им помочь ему, и девочки соглашаются следовать его плану. Позже Кейн отправляется на урок фехтования, где учитель объявляет, что с уроком будут помогать авантюристы из гильдии. Глаза Кейна расширяются от удивления, когда он видит Клода и других знакомых лиц из гильдии, присоединяющихся к классу. Некоторые ученики уже знают Клода и его подругу Лену. Учитель с гордостью представляет искателей приключений Клода и Лену ранга А, Эмили и Нину ранга Б, что приводит учеников в восторг. «Вставай!» Кейн, однако, встревожен, потому что его друзья не упомянули, что будут помогать сегодня. Клод замечает, что многие студенты являются членами гильдии и просит их показать свои гильдейские карточки. У большинства студентов бронзовые карточки – самый низкий ранг с тех пор, как они только начали. Но когда настала очередь Кейна, он заколебался, не желая показывать свою золотую карточку. Клод давит на него, заинтересованный нерешительностью Кейна. Кейн пытается объяснить, что показ его карточки может вызвать проблемы в школе и вызвать у всех подозрения. Но Клод этого не понимает. Вместо этого Клод настаивает, чтобы Кейн показал свою карточку, но Кейн колеблется, придумывая оправдание, что он оставил ее дома. Домой. Клод ругает Кейна, советуя классу не быть таким беспечным, как он, подчеркивая, что карточка гильдии – это как удостоверение личности. Кейн чувствует себя неловко, когда все взгляды устремляются на него. Лена замечает дискомфорт Кейна и отмечает, что он выглядит одиноким, а его одноклассники держатся на расстоянии. Клод понимает, что им нужно попробовать другой подход, чтобы помочь Кейну вписаться в общество. Клод и Милли решили обучить студентов технике под названием Boost, которая повышает их силу. Они выстраиваются в очередь, чтобы сразиться с Клодом, и ученики по очереди пробуют свои силы. К сожалению, Кейну не удается поучаствовать, потому что очередь слишком длинная. Надеясь найти другой способ, он переходит в группу магов, но Нина напоминает ему, что ему все еще нельзя использовать магию в школе. Чувствуя себя одиноким, Кейн начинает думать, что у него никогда не будет шанса показать, на что он способен. Кейну было неизвестно, что у Клода и остальных был план. Они хотели подогреть интерес, показав свои умения, чтобы когда Кейн наконец-то выйдет на арену, он всех поразил и стал героем класса. Но когда очередь наконец-то подошла к Кейну, учитель внезапно объявил, что занятие окончено. Клод попытался поднять настроение, сказав, что можно попробовать еще раз в другой день. Но учитель ответил, что они больше не будут приглашать специальных инструкторов из гильдии из-за нехватки бюджета. Очевидно, неудачи Кейна на вступительных экзаменах дорого им обошлись. Кейн чувствует себя полным неудачником перед одноклассниками и смотрит на Клода в поисках поддержки, но Клод просто машет ему на прощание и уходит. Расстроенный и униженный, Кейн решает выпустить пар, отправившись в лес той ночью, готовый сразиться с любым, кто встанет у него на пути.
Разъяренный он выпускает шквал огненных шаров, создавая огромные воронки и сотрясая землю своими атаками. Его вспышка была такой сильной, что привлекла внимание армии королевства, которая ошибочно решила, что прибыл король демонов, и жители города запаниковали. Кейн вытирает пот, телепортируется прочь, не задумываясь, но случайно оставляет свой платок. Армия во главе с Гармом расследует происшествие и обнаруживает огромные воронки, в центре которых лежит платок Каина. Гарм потрясен, он сразу понимает, что за разрушениями стоит его сын. На следующий день Каина вызывают к королю, который строго сообщает ему о донесении с территории Гарсии о том, что в лесу появился король демонов и устроил там массовые разрушения. Зная, что Каин апостол Бога, король спрашивает, не получал ли он каких-либо божественных откровений. Понимая, насколько серьезна ситуация, Каин нервно отрицает, что знает что-либо об этом. Один из советников, Каган, предлагает связаться с другими странами, чтобы подготовиться к надвигающейся войне, но Кейн призывает их не торопиться. Чувствуя нерешительность Кейна, король напрямую спрашивает, почему он не хочет этого делать. Чувствуя себя загнанным в угол, Кейн наконец признается, что это он устроил хаос, и извиняется. Начинается настоящая угроза. В глубине пещеры гоблин находит таинственный фиолетовый камень, но через несколько секунд его съедает дракон. На самом деле дракон — это Аарон, злой бог, которого заточили. Он ворчит о том, что печать ослабла, и говорит, что это лишь часть его тела, и клянется отомстить богам, которые его заточили. Он клянется, что когда наберется сил, они дорого заплатят. Тем временем в школе Каина учитель объявляет о специальном занятии по призыву. Каин, зная, что это такое, как обычно, собирается сидеть в стороне. Но на этот раз учитель удивляет его, говоря, что ему не нужно уходить, потому что сегодня они не будут использовать атакующую магию. Обрадованный Кейн с удовольствием присоединяется. Учитель представляет нового инструктора, Грата, мага из королевского двора. Грат объясняет, что есть два способа призыва. Один, когда вы заключаете контракт с существом, и другой, когда вы вызываете его из магического круга. Кейн вмешивается, говоря, что он уже делал это с Хаку и Джином. Крэнк, не обращая внимания на их слова, предлагает всем попробовать, предупреждая, что если они не смогут заключить контракт, то призванное существо просто исчезнет. Он раздает листы с магическими кругами и просит студентов вызвать своих магических существ. Некоторые студенты справляются сразу, а у других возникают трудности. Один мальчик, не сумевший заключить контракт, получает поддержку от Грата, который объясняет, что это потому, что у него недостаточно магической силы, чтобы заставить существо подчиниться. Грат советует ему продолжать попытки. Когда наступает очередь Кейна, он немного волнуется, вспоминая хаос, который творился дома, когда он призывал что-то опасное. Грат, заметив нерешительность Кейна, уверяет его, что даже если появится что-то злое, оно исчезнет, если Кейн не сможет заключить контракт, и он может использовать свои силы. Немного успокоившись, Кейн делает все возможное, создавая огромный магический круг, который впечатляет Гратта и немного пугает его. На лице преподавателя отражается то восхищение, то паника, когда Кейн усиливает свою магию призыва. Он просит Кейна остановиться, но уже слишком поздно. Призыв завершается, и в круге появляется рогатый человек, который представляется принцем тьмы. Кейн быстро понимает, что он влип, и ослепительной вспышкой света отгоняет детей учителей, чтобы они не видели, что происходит. Придя в себя, Кейн задается вопросом, может ли этот принц тьмы быть заодно с Аароном. Принц, заинтригованный призывом, удивлен, что его вызвал простой человек. Используя свои силы, он оценивает Каина и с удивлением обнаруживает, что Каин благословлен богами. Это откровение застает Каина врасплох. Когда принц приближается, Каин достает меч, готовый защищаться. Но принц тьмы неожиданно опускается на колени и объявляет Каина избранным. Он предлагает заключить контракт, обещая подчиняться всем приказам Каина и даже использовать для этого клан демонов или уничтожать целые народы. Каин, явно ошеломленный, быстро отказывается, заявляя, что не хочет ни демонической силы, ни уничтожения народов. Принц признает выбор Каина, но говорит, что Каин может позвать его, если ему понадобится уничтожить какую-нибудь расу. Представившись как Сет, принц заключает контракт, говоря Каину, чтобы тот не колебался, если когда-нибудь позовет его, обещая быть готовым уничтожить любую нацию по его приказу. Прежде чем Каин успевает возразить, Сет исчезает, разрушая световой шар, который ослепил класс. Когда зрение у всех проясняется, демона уже нет. Ученики ничего не замечают, но Грат, услышав, как принц представился, точно знает, кто это был. Кейн пытается всех успокоить, уверяя, что контракт не был заключен, и Грат решает подыграть, чтобы не волновать детей, заканчивая урок на слегка напряженной ноте. Кейн думает, что ему удалось скрыть свою ошибку, но Грат, не теряя времени, докладывает обо всем королю и герцогу, из-за чего Кейна вызывают на серьезную встречу. Подвергаясь гневу короля, Кейн признается, что призвал принца тьмы,
чем шокирует всех присутствующих. Король ругает его за то, что он не сдержался, и говорит, что могло произойти, если бы принц взбунтовался. Кейн извиняется, признавая, что не полностью контролировал магию и не осознавал силу существа. Град вмешивается, отмечая, что способность призывать такое могущественное существо говорит о невероятной силе Кейна. Король, подозревая, что это результат тренировок Кейна с Юуи, просит Кейна показать свои характеристики. Он также предупреждает Гратта, что тот должен держать увиденное в секрете, иначе его казнят. Когда Кейн показывает свои характеристики, все теряют дар речи, увидев его новый титул «Полубог». Град падает на колени и начинает поклоняться ему, но Кейн, смутившись, просит его не делать этого. Герцог дрожит, а Магна в шутку предлагает называть Кейна господином Кейном, но тот категорически отказывается. Король предполагает, что с такими способностями Кейн может уничтожить города или даже весь мир, и спрашивает, собирается ли он это сделать. Кейн быстро отвергает эту идею, уверяя, что у него нет таких намерений, и просит обращаться с ним так же, как раньше. Король соглашается, но хитро добавляет, что если Кейн когда-нибудь потребует трон, он с радостью отдаст его. К всеобщему удивлению, король награждает Кейна титулом виконта и передает ему город для управления, запрещая Кейну отказываться от этого предложения. Однако он подчеркивает, что Кейн должен доказать, что способен защитить город. В противном случае он не будет достоин защищать всю страну. Когда Кейн возвращается домой, Сильвия поздравляет его с повышением и с нетерпением спрашивает о городе, которым он будет управлять. Кейн говорит, что пока не знает подробностей, но упоминает, что город будет недалеко от столицы. Сильвия успокаивает его. Но тут дворецкий врывается с тревожными новостями. На город нападают чудовища, и жители в панике бегут. Кейн тут же надевает доспехи и спешит в город, где уже началась эвакуация. Он разыскивает своего брата Джинна, чтобы узнать подробности. Джин, полушутя называя его мастером Кейном, рассказывает, что за последние несколько месяцев в лесу участились нападения монстров на искателей приключений. Высокопоставленные искатели приключений сообщают, что там бесчинствуют группы сильных монстров, и Джин опасается, что может начаться новая волна нападений, как в прошлом. Но старается не сеять панику. Кейн предлагает провести расследование и направляется в гильдию искателей приключений, чтобы собрать информацию. В гильдии Кейн встречает девушку-администратора, которая рассказывает ему о тяжелой ситуации. Она объясняет, что было много жертв, а монстры настолько агрессивны, что к лесу почти невозможно подобраться. Приходят Милли и Нина, и Кейн тепло их приветствует. Милли спрашивает, что он здесь делает, и Кейн объясняет, что его вызвал Джин, потому что это его родной город. Нина добавляет, что гильдия вызвала высокопоставленных искателей приключений из-за опасной ситуации в лесу. Она упоминает, что сильные монстры передвигаются группами, мешая им продвигаться. Кейн спрашивает о Клоде и Лене, и Нина уверяет его, что они уже в пути, что поднимает Кейну настроение. Администратор Руди спрашивает, что Кейн собирается делать дальше. Кейн заявляет, что сам пойдет в лес, но Руди предупреждает его, чтобы он был осторожен, и предлагает подождать Клода. Кейн, как всегда упрямый, настаивает на том, чтобы пойти одному, но Руди убеждает его хотя бы взять с собой кого-нибудь. Кейн ухмыляется, говоря, что у него уже есть компания, и это не люди. Кейн направляется в лес и призывает Хаку и Джинна. Они оба спешат поприветствовать его, но тут же отворачиваются друг от друга. Кейн, не желая продолжать ссору, отшучивается, говоря, что у них есть важное дело расследовать странные события в лесу. Он сканирует местность с помощью магии поиска, и они идут дальше. Пока Кейн пробирается через лес, у него возникает жуткое чувство, что за ними наблюдают. Даже после того, как они убили нескольких монстров, неприятное ощущение не исчезает. Кейн чувствует, что что-то не так, и решает позвать Сета. Сет появляется, готовый отчитать того, кто его вызвал, но тут же кланяется, увидев Кейна, и спрашивает, что ему нужно. Кейн объясняет, что его магия поиска не работает должным образом, и ему нужна помощь Сета в расследовании в лесу. Сет подтверждает подозрения Кейна. В лесу есть могущественное существо, которое притягивает к себе всех монстров, особенно высокоуровневых. Кейн понимает, что если эти монстры доберутся до города, это может привести к катастрофе. Кейн просит Сета копнуть глубже, и Сет говорит, что у него есть подчиненный, который может помочь. Он вызывает своего дворецкого Далматию, который поражен силой Кейна и низко кланяется, узнав, что Кейн – клиент Сета. Кейн быстро просит Сета прекратить разговоры о мировом господстве, так как у него нет таких планов, и приказывает Далматии начать расследование.
Сет соглашается, говоря, что Далматия когда-то был членом Небесных Королей. Далматия, готовый служить, начинает расследование. Внезапно появляются несколько высокоуровневых монстров, но Кейн и его союзники быстро расправляются с ними, наблюдая за Кейном в действии. Далматия поражен и говорит Сету, что сила Кейна действительно огромна, и теперь он понимает, почему Кейн так важен для них. После расправы с монстрами, Каин возвращается в гильдию, чтобы доложить о ситуации, и приказывает Сету продолжить расследование. В гильдии Каин показывает друзьям убитых монстров, и они поражаются количеству высокоранговых чудовищ, которых он победил. Приходят Клод и Лена, они потрясены видом трупов монстров. Каин объясняет, что что-то заманивает самых сильных монстров вглубь леса, и им нужно срочно укрепить оборону. Далматия, продолжая расследование, говорит Сету, что в центре леса есть что-то, что пугает и не дает им приблизиться. Сет, не обращая внимания, говорит, что его это не пугает, и приказывает Далматии приготовиться, пока они готовятся к встрече с тем, что ждет их впереди. Тем временем Аарон, стоящий за ордой монстров, потрясен, узнав, что группа не боится его запугиваний и приближается к нему. В центре леса Сет замечает огромное скопление монстров, и Аарон приказывает им идти на королевство. Сет быстро телепортируется к Кейну, предупреждая его и остальных. Но Кейн узнает Сета, и тот рассказывает ему о происходящем. Кейн приказывает Клоду сообщить Джину, пока они готовятся защищать город от монстров. Руди выражает беспокойство, но Кейн уверяет ее, что Сет на их стороне и также силен, как любой высокоранговый искатель приключений, готовый сражаться. Тронутый словами Кейна, Сет клянется защищать его ценой своей жизни. Пока они готовятся к выходу, внезапно появляется Тифауна и крепко обнимает Кейна. Кейн, удивленный, спрашивает, зачем она здесь, и Тифауна объясняет, что Гарм попросил королевскую стражу о помощи. Она пришла раньше остальных, которые уже в пути. Кейн подтверждает, что нападение началось, и говорит, что направляется в лес. Тафана предлагает пойти с ним, но Кейн настаивает, чтобы она осталась и организовала оборону города вместе с рыцарями и авантюристами, на что она с радостью соглашается. Кейн и Сет выходят из гильдии, готовые к битве. Сет спрашивает, можно ли ему использовать магию перемещения, и Кейн разрешает, предупреждая, что не все люди могут это выдержать, поэтому лучше не использовать ее на глазах у других. Сет кивает, и они продолжают свой путь, готовясь к самой важной битве в своей жизни. Кейн и Сет врываются в лес, где Далмация уже сражается с несколькими красными драконами. Один из драконов подкрадывается к Далмации сзади, и тот едва успевает увернуться. Но тут появляются Кейн и Сет и сжигают дракона своей магией. Они бросают огненные шары в монстров, которые направляются к городу, расчищая путь и обнаруживая источник Орды, извилистую тропу, ведущую прямо к пещере Аарона. Сет советует Кейну сразиться с Аароном, а сам займется монстрами. Кейн сомневается, стоит ли Сету сражаться одному, но Сет уверяет его, что позовет подкрепление. Он говорит, что битва может нанести ущерб лесу, и Кейн соглашается, если они не переусердствуют. Сет ухмыляется, напоминая Кейну, что и ему не стоит переусердствовать. И с этими словами они отправляются на свои битвы. В городе Тифана помогает горожанам эвакуироваться. Мина использует заклинание поиска и замечает, что к ним движется целая толпа монстров. Милли, не в силах усидеть на месте, заявляет, что идет в лес, чтобы помочь Кейну. Когтистые предметы. Но Милли настаивает, что не может позволить Кейну сражаться одному, она должна показать ему, что делает хороший учитель. Нина, такая же решительная, тоже хочет помочь. Клод неохотно соглашается присоединиться к ним, и Лена тоже идет с ними. Сет вызывает в лесу своих подчиненных, 4 небесных королей, чтобы они помогли ему в битве с монстрами. Короли прибывают и сразу же оказываются окружены огромным количеством чудовищ. Они еще больше удивляются, увидев Далмацию, бывшего военного генерала, который уже сражается. Сет говорит им, что нужно взять ситуацию под контроль, потому что друг попросил о помощи. Короли поражены, что у Сета, принца тьмы, есть друг. Далмация подтверждает, что друг, о котором говорит Сет, это Каин, у которого с Сетом контракт, и это еще больше их удивляет. Сет отмахивается, говоря, что объяснит позже, а сейчас им нужно сосредоточиться на защите города. С этими словами короли присоединяются к Сету и начинают уничтожать монстров. Тем временем Каин очень расстроен. Монстров все еще очень много, и он с трудом сдерживает их.
Чтобы расчистить путь, он выпускает мощную огненную волну, сжигая множество чудовищ, и направляется к пещере Эрина. Внезапно из пещеры вырывается огромный взрыв, и Кейну приходится отражать его своей огненной атакой. Из пещеры выходит Эрин, теперь в облике огромного черного дракона. Он насмехается над Кейном, издеваясь над ним за то, что тот напал на его монстров, и удивляется, что Кейн так быстро добрался до него. Кейн отвечает, что Эрин сам виноват, начав атаку. Эрин, раздраженный тем, что застрял в теле дракона, расправляет огромные крылья и создает сильный ветер. Он выпускает еще один огненный залп в сторону Кейна, который требует, чтобы Эрин прекратил атаку монстров, но Эрин только смеется, говоря, что это всего лишь игра, чтобы посмотреть, сколько людей смогут сожрать монстры. Он выпускает еще один залп, размышляя вслух, сколько друзей Кейна выживет. Кейн, разозлившись еще больше, уворачивается от атак, но одна из них все же задевает его, и он вынужден приземлиться и ответить собственным огненным залпом. Выстрел Кейна попадает прямо в Эрина, но дракон только отмахивается, насмехаясь над Кейном и спрашивая, неужели он действительно думает, что такой уровень магии может его остановить. Даже в ослабленном состоянии Кейн, не сдаваясь, клянется продолжать сражаться и готовится выпустить еще больше магии. Но Эрин не дает ему шанса, выпуская серию быстрых залпов, от которых Кейн едва успевает увернуться. Понимая, что ему нужна помощь, Кейн зовет Хаку и Джинна, которые подбегают к нему и ненадолго прижимают Эрина к земле. Но Эрин вырывается мощным ударом, отбрасывая Хаку в сторону. Эрин целится в Хаку, готовясь выпустить смертельный залп. Но Кейн подбегает и кричит, пытаясь защитить своего любимого питомца. Тем временем друзья Кейна все еще сражаются на передовой, все больше беспокоясь, что монстры продолжают наступать без остановки. Они продолжают сражаться, мотивированные мыслью о том, что когда битва закончится, они отпразднуют победу вместе с Кейном. Но силы на исходе и непрерывные волны монстров мешают им продолжать. Как раз в тот момент, когда они решают отступить, огромный зверь бросается на Клода. Тифана успевает вовремя, отбивает монстра и благодарит их за то, что они сдерживали натиск. Она сообщает им, что прибыло подкрепление и что теперь город хорошо защищен. Она предлагает взять на себя командование, но Клод настаивает на том, чтобы сражаться вместе с ней, и они продолжают вместе отбиваться от чудовищного титана. Джин врывается в битву Каина, чтобы защитить Хаку от атаки Эрина, и принимает удар на себя. Эрин в ярости называет Джинна глупцом и готовится к новой атаке, но Каин вмешивается и блокирует удар своей магией. Каин кричит Эрину, что защищать тех, кого любишь, это не глупость, а его главное убеждение. Аарон усмехается, считая это убеждением Клауса, но Кейн утверждает, что это его убеждение. Кейн думает о своей семье и друзьях и полон решимости защитить их и увидеть их улыбки. Его ярость достигает предела, и он теряет контроль. Кейн начинает светиться, его сила возрастает, и Эрин отступает, боясь света, который однажды уже победил его. Кейн выпускает мощный луч света прямо в Эрина, который, не желая сдаваться, отвечает своим темным взрывом. Их силы сталкиваются, и ослепительный луч света взмывает в небо, его видно всем в городе. Кейн идет вперед, призывая на помощь силу своих родителей и решимость защитить всех, кого любит. В этот момент Хаку дергает Кейна за рубашку, и тот выходит из состояния ярости. Кейн останавливается и спрашивает Хаку, что случилось. Когда он оборачивается, чтобы сосредоточиться, появляются Сет и Далмация и просят его успокоиться. Каин все еще злится, но Сет говорит, что дракона больше нет. Каин оглядывается и понимает, что Эрина нигде нет, взрыв уничтожил все вокруг. Но самого Эрина больше нет. Каин наконец улыбается, понимая, что все кончено. Наконец, атака монстров прекращается, и оставшиеся существа отступают обратно в лес. Город в безопасности, и все знают, что они обязаны этим Кейну избранному. Кейн подбегает к своим друзьям, которые крепко обнимают его, празднуя победу. Он счастлив, зная, что защитил их улыбки и изменил жизнь каждого. Сет и Далмация, наблюдающие издалека, отмечают, что боги сделали правильный выбор, выбрав Кейна. Они признают его доброе сердце и тихо исчезают, пока горожане радуются победе. Позже король официально награждает Кейна за храбрость, повышая его до виконта и даруя ему земли Дарентал. Кейн смиренно принимает эту честь, обещая управлять своей новой землей мирно и преданно и продолжать служить королевству в меру своих возможностей.